В оккупированном Мелитополе взорван штаб с офицерами ФСБ, ненастоящий переворот в Украине и марши с протестами по всему миру. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. По российским регионам шагает кампания по запрещению абортов. Как ни странно, РПЦ признает демографическую проблему. Это преступление. И где же, как не в России, где действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Новое задание для вагнеровцев. Куда пристроили бывших боевиков ЧВК? Новая информационная атака россиян. Что теперь случилось? Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Кроме того, что мы будем понимать, что вы думаете обо всем, что происходит в мире, YouTube покажет это видео большему количеству людей. Поехали! В оккупированном Мелитополе взорван штаб россиян вместе с российскими же офицерами ФСБ и Росгвардии. Об этом сообщает Главное управление украинской разведки. Все случилось 11 октября. Перед самой встречей оккупантов в штабе на окрестных улицах перекрыли движение от предприятия «Мелитопольский автогидроагрегат» «Агат» до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения. Оба предприятия россияне превратили в военную базу, по данным ГУР. Акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления, состоялась в захваченном россиянами помещении Новой почты. В результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере 3 офицера Росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется. После удара в Мелитополе начался переполох. На место происшествия с включенными сиренами примчалось много так называемой полиции. Судя по всему, операцию осуществили силы сопротивления вместе с украинской разведкой. Экс-вагнеровцев, вероятно, принимают в некую командную структуру Росгвардии. Об этом пишет Министерство обороны Великобритании. Возглавляет эту структуру, вероятнее всего, сын основателя Вагнера Евгения Пригожина Павел. Скорее всего, именно из-за того, что жизнь ЧВК понемногу стабилизировалась, они возобновили набор в свои ряды. Новая информационная атака России. Залужный и Буданов готовят госпереворот. Об этом пишут пророссийские медиа и китайские медиа со ссылкой на пророссийские. Это все удалось установить проекту InfoLight, который попытался восстановить источники публикаций. Оказывается, это китайский сайт, с которого эта информация уже была удалена, остались только скриншоты, которые, собственно, и распространяют эти самые пророссийские сайты. К примеру, сайт Asia Times, аудитория которого приходится в основном на Соединенные Штаты Америки, и небольшая аудитория, около 2 миллионов пользователей, ссылается на комментарий Ларри Джонсона, который, по легенде, является отставным офицером ЦРУ, но дает комментарий российскому информагентству «Спутник» из холдинга «Россия сегодня». В общем, все странно и, можно сказать, российский фейк раскрыт. Финляндия перестает пускать российских велосипедистов. Нелегальные мигранты все чаще выбирают именно этот способ попадания в страну. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это, очевидно, растущее явление. Смысл в том, что люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов. А еще раньше, я напомню, в Финляндию перестали пускать россиян на автомобилях. В последние несколько лет страна сделала очень много, чтобы быть готовой к любой российской попытке раскачать ситуацию. Вместе с тем, Финляндия стала первой страной, которая купила у Израиля систему противоракетной обороны «Праща-Давида», которая может перехватывать ракеты с дальностью пуска от 40 до 300 километров. Эта система в некоторой степени сравнима с модификацией Patriot PAC-3, та самая, которая перехватывает баллистические ракеты, однако, скажем так, она несколько лучше, и, лучше это такое дело, она более универсальная и более дальнобойная. Речь идет о системе, которая призвана поражать ракеты. Изначально, когда в нее было заложено, поражать баллистические ракеты, запущенные по цели, то есть по охраняемому объекту с дальностью от 40 до 300 километров, на самом деле, вероятно, и больше. Поражать также, то есть она может поражать ракеты класса .У, Торнадо-С, в принципе, Искандер, вероятно, и Кинжал тоже.
и она призвана поражать крылатые ракеты всех типов, и это ее одна из главных задач в израильской, собственно, уже в противоракетной обороне Израиля. Она может поражать летательные аппараты, поражать беспилотники и самолеты. То есть это универсальная система, в первую очередь заточенная на баллистические ракеты определенной дальности и крылатые ракеты. В России усиливается кампания по запрещению абортов. В некоторых регионах принято решение по запрету склонения женщин к абортам. Все дело идет к запрещению на региональном уровне проведения таких операций. В некоторых частных клиниках, в некоторых регионах их уже не проводят. Ну а вслед за тем и на федеральном уровне запретят тоже, скорее всего. Всю эту историю поддерживают все проправительственные говорящие головы. Это преступление. И где же, как не в России, где действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а население совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике, это уже в последнюю очередь, но это тоже. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей. Это факт очевидный, его все признают, и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население может увеличиться просто, как, знаете, по движению волшебной палочки. Если вот эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от совершения абортов, сразу статистика пойдет вверх. Ну, хоть признал проблему с популяцией. Интересно, не вызвана ли проблема войной и ужасными потерями в этой войне? Когда запрещают аборты, растут аборты криминальные. Женщины умирают от этих криминальных абортов, они не могут рожать, потому что после криминальных абортов бывают всякие осложнения. Но, то есть опять мы видим совершенно сталинские методы. Я напоминаю, что в сталинское время в Советском Союзе были такие запрещенные аборты. И вот опять Путин, как обычно, бросается в объятия к Сталину, потому что иначе он не умеет. Что еще такое хорошее, придуманное Сталином, еще не реализовано? Вот, давайте запретим уже сейчас. На Майдане в Киеве требовали демобилизации. Более сотни человек собрались на центральной Киевской площади, чтобы потребовать у украинских властей указать сроки демобилизации военных, которые находятся на фронте более 1,5 лет. Участники скандировали: на одних плечах войну не выиграть, требуем сроков демобилизации, и пришло время других. Обо всем этом пишет Громадське. В основном на Майдане собрались жены и матери украинских бойцов. Также они собирали подписи для ставки Верховного Главнокомандующего с требованием ввести возможность демобилизации военнослужащих, которые на фронте уже более 18 месяцев. Десятки тысяч испанцев вышли на улицы, чтобы протестовать против амнистии каталонских сепаратистов. Правительство Испании заключило соглашение с каталонской сепаратистской партией «Junts», которая предусматривает принятие закона об амнистии лиц, осужденных за попытку отделения Каталонии от Испании в 2017 году. Об этом пишет Reuters, и там утверждают, что только на улице Мадрида вышло 80 тысяч человек. По всей Испании насчитывается около 1 миллиона протестующих. Около 70 тысяч человек вышли в Амстердаме на экологический марш. Участники марша за климат и справедливость выходили на улицы нидерландской столицы. Они слушали речи выступающих, дебаты политиков и выступления артистов. Должна была выступить с речью и Грета Тунберг. Митинг в этом году собрал больше людей, чем предыдущий 2-летней давности, почти в 2 раза. Тогда на улицы вышли 40 тысяч человек. Организаторы говорят, что настало время для справедливой политики. Еще они указывают на то, что кризисы накапливаются и являются взаимосвязанными. Кризис бедности, жилищный кризис, климатический. По их мнению, в основе всего этого лежат политические решения. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, как обычно, жду любой вашей реакции. Любой вашей реакции мы будем рады. Не забывайте подписаться на канал, это тоже очень важно, ну и для вас не очень сложно. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.